Он никогда не спит. Откуда взялся этот ролик? Он никогда не спит. Он говорит, что никогда не умрет. Он танцует и на свету, и в тени. И все его любят. Он никогда не спит. Этот судья. Он танцует и танцует. И говорит, что никогда не умрет. В интернетах завершился новый хоррор-мем, и я снова здесь, чтобы объяснить вам его. На самом деле я был очень сильно удивлен, когда увидел его, потому что этот мем по сути описание одного из персонажей вестерна «Кровавый меридиан» Кормака Маккарти. Представляете, мем на основе сложного литературного произведения. Меня это очень обрадовало, потому что сам мем является многослойным, а персонаж, на котором он основан, еще интересней. Саму фразу зачитал актер озвучки и дубляжа Игорь Тарадайкин с треком Steve Lacy Dark Red на фоне. Актер также озвучил и всю книгу целиком, поэтому если я сумею вас заинтересовать, то это прекрасная возможность ознакомиться со всем произведением целиком. Сама книга считается одной из лучших среди современной американской прозы. «Кровавый меридиан» Кормака Маккарти – это эпический вестерн, который рассказывает историю вымышленного персонажа по имени Малец, который присоединяется к банде Глентона, группе охотников за скальпами, действующих на юге-западе США в 1849-1850-х годах. Как вы понимаете, эти бандиты занимались охотой на индейцев и срезали кожу с их головы в качестве трофеев, что имеется в виду под словом «скальпирование». Банда известна своей жестокостью и безразличием к человеческой жизни, особенно в отношении коренных американцев. Особое внимание в романе уделяется персонажу по прозвищу Судья Холден, физически сильному, образованному и умелому члену банды, который становится антагонистом истории и героем сегодняшнего популярного ролика. Но Судья Холден не просто выдуманный персонаж. Дело в том, что прототип Холдена существовал в реальной жизни. Его описал солдат, участник гражданской войны в Америке Сэмюэль Чемберлен в своей автобиографии под названием «Моя исповедь». Вот что он написал про судью Холдена. Вторым по старшинству, теперь оставшимся во главе лагеря, был человек гигантских размеров, который радовался имени Холден, прозванный судьей Холденом из Техаса. Кем или чем он был, никто не знал, но хладнокровный злодей никогда не сходил с ума. Он был ростом 6 футов 6 дюймов в своих мокасинах, имел крупное мясистое телосложение, тусклое лицо сального цвета, лишенное волос и всякого выражения. Но когда происходила ссора и проливалась кровь, его глаза сверкали угрюмой свирепостью, достойной лика дьявола. Его желаниями были кровь и женщины, и в лагере ходили ужасные истории об ужасных преступлениях, совершенных им, когда он носил другое имя, в народе Чероки и Техасе. Перед тем, как мы покинули Фронтерас, в небольшом домике была найдена маленькая 10-летняя девочка, над которой жестоко надругались и убили. След огромной руки на ее маленьком горле указывал на него, как на насильника, поскольку ни одного другого мужчины не было такой руки. Но хотя все подозревали его, никто не обвинил в преступлении. Холден, безусловно, был самым образованным человеком в Северной Мексике. Он общался со всеми на их родном языке, говорил на нескольких индийских наречиях. Во время фанданго брал арфу или гитару из рук музыкантов и очаровывал всех своим замечательным исполнением и превосходил в вальсе любую Паблану Бала. Он был очень хорош с винтовкой или с револьвером, отважным наездником, знакомый с природой всех странных растений и их ботаническими названиями, великим в геологии, минералогии, короче говоря, еще одним замечательным Крайтоном и при этом отъявленным трусом. Нет, он обладал достаточным мужеством, чтобы сражаться с индейцами, мексиканцами или кем-либо еще, где у него было преимущество в силе, мастерстве или оружии. Но там, где бой был бы равным, он по возможности избегал его. Я возненавидел его с первого взгляда, и он знал это, но ничто не могло быть более мягким и добрым, чем его поведение по отношению ко мне. Он часто искал со мной беседы и говорил о Массачусетсе, и к моему удивлению, я обнаружил, что он знает о Бостоне больше, чем я. Персонаж же, основанный на автобиографии Чемберлена, не сильно отличается от его прототипа. В вестерне «Кровавый меридиан» Холден описывается как один из лидеров стаи преступников-кочевников, которые грабят, насилуют, пытают и убивают на границе между Соединенными Штатами и Мексикой. На протяжении всего романа Холден жестоко убивает десятки людей, включая детей. Как изображено в «Кровавом меридиане», Холден загадочная фигура, хладнокровный убийца и, подразумевается, Помимо детей, которых он открыто убивает,
Его видят соблазняющим детей сладостями, и ребенок часто пропадает, когда он находится поблизости с судьей. В какой-то момент романа его видят обнаженным, с обнаженной 12-летней девочкой в его комнате. Холден демонстрирует знания в области палеонтологии, археологии, лингвистики, права, черчения, геологии, химии, иллюзий и философии. Его описывают как человека ростом почти 2 метра 15 сантиметров и полностью лишенного волос на теле, включая брови и ресницы. Он массивного телосложения, чрезвычайно силен, превосходный музыкант и танцор, прекрасный рисовальщик, исключительно красноречив и убедителен на нескольких языках и безошибочный стрелок. Его кожа настолько бледная, что почти не имеет пигмента. Это странная внешность, а также его острые, чрезвычайно быстрые рефлексы, сила, ловкость, очевидный иммунитет ко сну и старению и множество других способностей указывают на то, что он нечто иное, чем обычный человек. На последних страницах романа Маккарти более прямо ссылается на судью как на сверхъестественное существо. Чтобы прочувствовать данного персонажа, вот несколько его цитат, взятых прямиком из книги. «Не имеет значения, что люди думают о войне. Война продолжается. Война была здесь всегда. Война ждала его еще до появления человека. Совершенное ремесло, ожидающее своего совершенного практика. Все сущее в творении, о чем я не знаю, существует без моего на то согласия. Человек, считающий, что тайна мира сокрыта навсегда, живет в неведении и страхе. Предрассудки губят его. Все содеянное им в жизни будет стерто каплями дождя. Но тот, кто оставит задачу выбрать из всего этого хитросплетения нить порядка, одним лишь этим решением примет на себя управление миром и, приняв его, сможет узнать, как диктовать условия собственной судьбе». Из этих небольших отрывков становится ясно, что Холден очень противоречивый персонаж. С одной стороны, он очень образованный и обходительный с другими людьми, что создает о нем очень неплохое первое впечатление, а его красноречие позволяет ему избегать неприятных ситуаций, и ему сходят с рук многие преступления. Однако все окружающие его люди чувствуют скрытую за этим скверную натуру и бесчеловечные поступки, которые создают вокруг него ауру жуткого мистического существа, из-за чего его слова о собственном бессмертии и знании секретов мира не кажутся такими уж выдуманными.